Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И этот ваш гороскоп на декабрь уходящего 2023 года. Дорогие мои любимые близнецы, присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. И по классике, как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На самом деле, дорогие близнецы, если вам в течение гороскопа будет что-то непонятное или у вас свой персональный вопрос, задайте его, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Только обязательно указывайте дату, время и место вашего рождения и ваш четкий вопрос, который вы хотите узнать. Для того, чтобы, открывая вашу натальную карту, я ответила именно на него. Ну что, дорогие, как говорится, поехали! Хотя, если честно, посмотрев на гороскоп близнецов в этом декабре, мне так хочется сказать: ребят, ну какие вопросы, хорошо же все будет, нормально же все будет. Но это если коротенько, да. На самом-то деле близнецы, пожалуй, один из единственных знаков зодиака, у кого этот декабрь будет не таким сложным, не таким ужасным, не таким напряженным. Конечно же, дорогие близнецы, если вы будете что-то делать, то есть в прямом смысле, если вы будете останавливаться, делать и внедрять, тогда будет классно, тогда будет огонь. Работа, карьера, деньги, финансы, да. Первая неделя декабря будет слегка притормаживать, настроение, будет такое ленивое состояние, не захочется работать, сложно будет продвигаться заграничные, международные проекты, да. В этот момент еще как раз-таки разворачивается Нептун и становится в квадратуре с вашим управителем, с Меркурием. И здесь, конечно же, да, на стопе все эти дела. Буквально несколько денечков, окончание первой недели декабря будет вот такое состояние, а потом, как говорится, все классно в работе, в прибыли, хорошо заняться делами основательными, хорошо заняться делами старыми, которые вы давным-давно начали, не доделали, бросили, как обычно, да. Поэтому завершайте старые свои дела, старые проекты. В середине месяца, с 12 декабря у нас новый лунный цикл, и, естественно, встречаем ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий, счастье наше, будет до первой недели января с нами, да, поэтому, дорогие работы. Но при этом у близнецов все будет хорошо, то есть ретроградный Меркурий, я бы не сказала бы, что обращит ваш месяц, да, по крайней мере в работе, в финансах, в делах все будет идти хорошо, все будет идти гладко. Но еще раз говорю, если вы наметили какие-то новые проекты в ретроградный Меркурий, да, то есть с 12 декабря и до конца месяца, то они будут идти сложно, нужно будет прикладывать, по крайней мере, очень много усилий. Я же советую продолжать старые дела для того, чтобы, дела, в принципе, шли в гору, да. Будут идти дела основательные, все, что связано со строительством, все, что связано с фундаментальными такими знаниями, обучение, поездки в том числе. Декабрь несет хорошее начало и продвижение, получится хорошая пиар-компания, рекламные проекты будут прекрасно заходить. Все, что связано с продажами, в этом декабре раскрутится и будет хорошо. Единственное, хочу сказать, в конце месяца Меркурий соединится как раз-таки с Марсом, и будет это с 27 декабря. И здесь немножко омрачится такое легкое течение месяца. Ну как легкое, оно будет продвигаться не так, чтобы прям легко-легко, придется приложить силу, да, усилия, то есть восстанавливаться, замедляться и делать, да. Но в конце месяца все-таки появится такое агрессивное состояние, потому что будете просто подбивать смету, подводить итоги всему году, всего того, что сделали или не сделали, что хотели сделать, что не получилось сделать. И здесь таки появится такое агрессивно-претензионное состояние. Просто понимаете, что 2023 год – это, в принципе, год сложный. Этот год, когда многие работали, но не получили даже половину ожидаемых успехов, результатов, да. Поэтому, дорогие, не ждем много от финала года, просто для того, чтобы не огорчаться. Сохраните все эти силы, поверьте. Декабрь, в принципе, сложный месяц по энергетике, да. В начале декабря разворачивается Нептун, в середине декабря разворачивается Меркурий,
в конце декабря разворачивается Юпитер, планета удачи, да, и здесь, дорогие, понимаем, что все, что не получилось внедрить в декабре, можно будет внедрить в январе, потому что планета удачи развернется к нам и пойдет как надо. И снова наши рекламные проекты, коммуникации, договора, продвижение, то есть публицистическая деятельность, да, и творчество в том числе пойдут в гору. То есть мы перестанем возиться в старом, мы перестанем залипать на старое, и будет все хорошо. Поэтому запаситесь терпением, не ждите слишком много от декабря. Подводите итоги спокойно. А в январе продолжите работу, наметьте план на январь, и там просто потрясающие, как я люблю говорить, транзиты для того, чтобы взлететь. Дорогие, вернусь к концовочке декабря. Концовочка декабря – это с 27 декабря. Здесь, пожалуйста, внимательнее на дорогах, здесь внимательнее в работе, в личной жизни в том числе, потому что агрессивное, импульсивное состояние, захочется, конечно, поругаться, захочется вспылить, захочется разругаться, просто потому что поймете, что много чего делали и не все получилось, так бывает. Год получился сложный, несмотря на это, подводите итоги и вступайте плавно в 2024 год. Помните, что для високосного года нам всем нужны силы для того, чтобы продолжить реализовывать все то, что начато в 2023. И я уже неоднократно говорила, что все, что было вложено в 2023, обязательно даст свои плоды в 2024, да, и примет колоссальный масштаб и успех в 2025. Да, это работа в долгу. Жизнь – это вообще процесс в долгу, поэтому, мои дорогие, халява закончилась, скажу так. Мы вступаем с вами в эру Водолея, когда нет халявы и когда труд нас спасет, да, то есть нас спасут одни и те же поступательные движения в сторону своей реализации. Поэтому, мои дорогие, помним, что следом за декабрем идет 2024, и там нам требуется очень много стрессоустойчивости, силы и терпения. Поэтому, мои дорогие, ни в коем случае не пылим в конце декабря, не ругаемся, внимательнее на дорогах, опасное и травмоопасное время, внимательнее с теми документами, которые вы подписываете, чтобы не разбираться в январе с ними, да, не возвращаться, не наломайте себе дров официальных, чтобы потом не было сложно и чтобы потом не сожалеть, да, о подписанных папирках. Дорогие, в любовной сфере в декабре не поднимайте завышенную планку к своим отношениям, к своим партнерам, к тем романам, которые у вас есть. Просто понимайте, чего вы хотите по жизни. Новый год вообще, в принципе, да, предновогоднее состояние, настроение, оно всегда у нас для того, чтобы задумываться о том, что мы хотим, идет ли наша жизнь в том направлении, в котором она должна идти, как мы ее ощущаем, живем ли мы, либо мы всю жизнь проводим на работе, в тех ли мы отношениях, не в тех ли мы отношениях, да. Поэтому декабрь, такой месяц, будет для вас, близнецы, месяцем осознания, да, возможно, даже месяцем разочарования, особенно в последние недели декабря. Но здесь просто поймите, что это не случилось вот так за один день, да, это происходило планомерно и регулярно. И здесь, конечно же, мои дорогие, делайте свои выводы, потому что снимайте розовые очки. Да, это может быть болезненно, это будут переживания обязательно, но все же это нужно понять. Просто снять розовые очки, понять, что на самом деле вас окружает, та ли это действительность, та ли это реальность, для того, чтобы не было потом мучительно больно с течением лет понять, что вы прожили не ту жизнь или построили не те отношения, которые хотели. Но небольшая памятка перед тем, как вы... И если вдруг вы пойдете на разрыв, памятка говорит о том, что, вступая в новые отношения, они будут складываться по тому же самому сценарию, что были и эти. Почему? Потому что это, как говорится, можно уехать с одного города, переехать, жить в другой город или в другую страну, но по истечению какого-то времени ты понимаешь, что при переезде ты берешь с собой себя.
Поэтому и отношения будут строиться точно по такому же сценарию. Поэтому, мои дорогие любимые близнецы, открывайте все свои внутренние грани, переживания, желания, включайте свою ответственность. Ответственности у вас в декабре будет хоть отбавляй, да? Поэтому не поднимайте планку партнеру, поднимайте планку себе. И тогда вы поймете, тот ли партнер с вами или нет. Или это ваши претензии от того, что вы не хотите реализовываться. Потому что в реализации, да, от обратного зашла, да, потому что именно в этом декабре вы можете построить колоссальную реализацию, если вы на самом деле придете к себе. Потому что вы один из немногих знаков в этом месяце, у кого будет прям классно складываться работа в декабре, и вы сможете очень много в чем продвинуться. Конечно же, для этого вам нужно понимание, куда вы идете, чего вы хотите по жизни, да, чего вы в жизни не хотите. И почему вы этого не хотите? Потому что если вы от чего-то бежите, мои любимые, значит, вы говорите только о том, что это вами управляет, и вы все ближе и ближе приближаетесь к этому. Поэтому, дорогие близнецы, любовная сфера в этом декабре поможет вам как раз-таки ответить на множество вопросов по вашей жизни, работе, по вашему социальному статусу, по вашему окружению. Да? То есть личная жизнь подскажет, где у вас недобор, где вы сами от себя ушли, где вы себя предали. Поэтому, мои дорогие, будьте максимально честными. Будете честными, вы сами себе скажете спасибо. Это страшно. Быть честным – это страшно. Быть добрым – это сильно, да, как я люблю говорить. Так вот, вам нужно будет быть не просто добрым, да, вам еще нужно быть самым сильным. Это, конечно же, быть честным. Поэтому максимально включайте честолюбие и понимайте, что это страшно же. Это очень страшно, когда понимаешь, что ты не туда идешь, что ты запутался, что ты вообще живешь не так, как ты хотел жить. И это основная такая фундаментальная вещь, которую, дорогие близнецы, вы поймете в этом декабре. Естественно, подбой курантов, естественно, вот с этим вот настроением, которое, куда все летят, стремятся и бегут, завершая дела уходящего года, который был очень сложен. Но здесь определенная философия. Остановиться и подумать. Включить свою мудрость, включить свое близнецовское мышление и понять, что разрыв отношений приведет к точно таким же отношениям. С которыми опять придется потратить время, настроить заново всю коммуникацию, то есть вот этот вот разговор. Прекрасно бушуют волны сегодня вокруг меня, ветер, конечно, прям для близнецов, поэтому, мои дорогие, вот такое будет на самом деле настроение этого декабря для вас, и я желаю, чтобы этот месяц сложился у вас очень хорошо, потому что у вас есть все возможности для того, чтобы он просто потрясающим был, потрясающим. То есть не все знаки зодиака могут похвастаться в этом месяце прекрасным расположением планет к ним, а вы можете, несмотря на то, что ваш управитель ретроградный Меркурий, да, в этом месяце будет сбоить, будет лагать, но вам это же на пользу, да, то есть время остановиться, задуматься и понять. То есть прекрасный момент для вас будет, дорогие близнецы. И я желаю вам прекрасного окончания 2023 года. Я желаю вам подвести те самые итоги, которые вам наконец-то необходимы для того, чтобы остановиться, не бежать бездумно, делать важные выводы и важные шаги в вашей реализации. Год был сложный, год требовал терпения неимоверного. Для вас это очень сложно, я вас прекрасно здесь понимаю. Поэтому, мои дорогие, остановитесь, подумайте, задумайтесь и будьте осторожны в конце месяца, все-таки не ускоряйтесь, да? Идите медленно, но планомерно, осознавайте, что вы делаете и принимайте за это всю ответственность, и будет у вас, мои дорогие, все хорошо.
Дорогие близнецы, это был ваш гороскоп на декабрь 2023 года. Я желаю вам прекрасно провести время, прекрасно отметить праздники, встретиться с семьей и с близкими, потому что это те самые люди, которые дают вам энергию для движения. Да, для близнецов очень важно встречаться с близкими, с друзьями, с близким кругом общения, с близкими родственниками. То есть вы черпаете оттуда мудрость и силу. Поэтому, мои дорогие, встретитесь с теми, с кем вам хочется, проведите прекрасное время и подведите итоги в уходящем 2023 году. Спасибо, мои дорогие, что были здесь и смотрели это видео. Я надеюсь, что была полезна. И увидимся с вами в следующем ролике.